Привет, мои дорогие! Поздравляю вас с праздником! Сегодня ночь будет на Ивана Купалу. Очень интересный праздник. Я немножко вам общей информации расскажу, если кто-то забыл, да, и лень, например, гуглить. Это народный праздник восточных славян. Он отмечается 7 июля, это уже считается днем, но самое главное – это сама ночь. Этот праздник посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. И это противоположность Рождеству, которое празднуется зимой. По времени и названию этот праздник совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи, поэтому завтра в церквях православных будет праздник, от которого и берет свое название праздник Ивана Купала, так как Иоанн – это и есть Иван, Иоанн Креститель, с греческого буквально переводится как купатель, погружатель в воду. И в календарном цикле этот праздник симметричен Рождеству, с которым связывается в библейских и богослужебных, нравоучительных всяких текстах. То есть летнее солнцестояние и зимнее солнцестояние, да, Рождество – это все взаимосвязано. Дальше. Ночь накануне праздника по своему ритуальному наполнению даже превосходит сам день Ивана Купалы. То есть сегодня, с 6 на 7, самая такая магическая ночь, очень похожа на Вальпургиевую, к примеру. В ночь на Ивана Купалу выбирались раньше суженые и совершались брачные обряды. Это прыгание через костер, взявшись за руки, да, обмен венками, поиски цветка папоротника, купание в утренней росе, вываливание такое. Так что если кто-то живет в собственном доме, почему бы и нет, да? Но ночью походить по росе, вот это вот предрассветное время. И еще такой есть момент. Если кто-то из вас не замужем, то возьмите лопату, да, или какой-нибудь это, и просто перед своим порогом, при входе в подъезд, где-то на клумбе, либо если у вас там идет какая-нибудь такая сельская дорога, берете и чуть-чуть ковыряете, да, то есть надо сделать такую бороздку к дому, чтобы быстрее к вам пришли сваты. В местах, где существовал запрет на купание в реках, из-за русалок, кстати, да, представляете, как наши весело жили предки, да, у них был запрет на купание, как у нас сейчас висит везде на пляжах, из-за проб воды, а раньше из-за русалок запрещали купаться. Купаются также в святых источниках. И вода, набранная из источников в день Ивана Купалы, имеет такую же силу, как в новолуние набранная, в полнолуние набранная вода, в крещение набранная вода. Так что не проходите мимо завтрашней воды, именно вот то, что будет завтра. И насчет папоротника, да, всем такого известного, это типа мифическое, несуществующее в природе цветок такой несуществующий, однако, да, смотрите, кто сорвал его и сохранил при себе, получает чудесные возможности. И согласно поверью, обладатель цветка, тут внимание, да, вам ничего не напоминает в черной магии, становится прозорливым, может понимать язык животных, видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились, а также входить беспрепятственно в сокровищницы, приложив цветок к запорам и замкам, и они должны рассыпаться перед ним, владеть нечистыми духами, повелевать землей и водой и становиться невидимым и принимать любое обличие. Вам это ничего не напоминает, мои дорогие, из малого ключа Соломона, там, где описываются демоны? Вот просто даже если кто не знает, если вам нечего делать, но кто хочет что-то узнать больше о демонах, приглашаю в мое спонсорство. У меня есть 3 вида: мои котики, звездные котики и верховные котики. Именно верховных мы разбираем именно ритуалы с демонами. А для остальных котиков у нас там очень много болталок, чтобы вы видели вот эти вот все совпадения, на которые сейчас мало кто обращает внимание, да. Но хотя я бы не сказала, что сейчас уже мало кто не обращают все. И вот я даже, видите, вам лошадку показываю, которые косички заплетают. Как вы думаете, кто заплетает такие косички на лошадках?
Кстати, вот эти вот косички, если срезать, очень хорошо даже использовать в магии. Очень хорошо. Так что если кто-то когда-то увидит, есть возможность срезать косичку, берите, девочки, для работы в черной магии самое оно. И сегодня у меня в описании под этим видео будет вам ссылки на ведьмовской крем, видео-болталка про метлы, девочки, и специальные 3 ритуала будет с красной метлой. Это видео у меня с группы, которая была год назад, которую мы проводили, чисто мои эти ритуалы для тех, кто хочет пересесть на метлу из обычной жизни. И как раз таки, почему бы и нет, сделать это этим летом. Поэтому в описании доступ будет ко всем видосам, или я их по очередности выпущу сразу, вы будете все это наблюдать и видеть. Кто хочет, может сделать метелочку сам себе. У любой ведьмы должна быть метелка, девочки, задумайтесь, да, ключи от квартиры, ключи от машины, ключи там от дома должны быть, ну и, конечно же, метла. Также не забывайте наступать на такие люки, которые вы видите сейчас. Я вот специально наступаю, девочки, шепчу свои желания, и они реально сбываются. Вот хошь не хошь, верь не верь, сбываются. Не забывайте сегодня покупаться, обязательно обмакнуться. Такой вот классный, красивый праздник. И кому нечего будет делать, смотрите, девочки, наши магические работы, ритуальцы. Специально выкладываю эти про метелки в открытом доступе, для того, чтобы каждая ведьмочка стала, наконец, на твердую землю. И между ног у нее была метелочка. Вот такие вот дела. Метлы, если кто хочет заказать у меня, цена на сайте как на красную, девочки, только я еще не выкладываю их, да. Почему? Потому что то, что я вам сейчас показываю в видео, они еще не до конца готовы. То есть для того, кто закажет свою метелочку, да, под имя, под фамилию я буду наносить свои знаки. И плюс еще к каждой метелочке будет добавлен факел. Факел из черных восковых свечей, с определенными сигилами. Там будет 9 пиковых карт. Это из каждой новой колоды я вплетала в факел из 5 восковых черных свечей набор из 9 карт из каждой новой колоды. Это значит, что при прожигании этой свечи из черного факела все плохое будет уходить. И это не просто свеча, да, которая решает какие-то определенные вопросы. Это факел, девочки. То же самое, что, думаю, что многие видели вот эти вот факелы, например, у гроба Господня в Израиле, к примеру, да. Ну, то есть факелы повсеместно тоже используются. Вот такие вот дела. Так что ссылки в описании, либо вы найдете это в видео на канале, в последних выложенных. Заходите, девочки, будем рады. Общайтесь, пожалуйста, даже между собой на темы ведьмовские, да. Нас много, и мы есть, и от этого никуда миру этому не деться. Так что поздравляю всех с праздником. Пусть у вас все получается в этой жизни, достигайте своих целей, выбрасывайте ненужных людей со своей жизни, привлекайте новых. И пусть черная магия и вообще вся магия мира работает на вас. Все, котики, пока-пока.